Здесь на архипелагах уникальное сочетание моря и гор. Может быть, из долин, с фьорда это так не ощущается, но набрав там 600-700 метров, ты понимаешь, что вода вокруг. И вершины больше 1000 метров. Целой жизни не хватит, чтобы проехать их все даже на одном норвежском острове.
Северная Норвегия – это уникальное место, где горы, большие горы, встречаются непосредственно с морем. Это архипелаг, где буквально десятки, сотни и тысячи островов. Создается ощущение, что это Кавказ, и где-то на уровне 2000 метров сюда взяли и налили воды. И прямо из этой воды стоят ледники, стенки, кулуары, огромные поля с перепадом до 1500 метров. И это одно из лучших мест в Европе для весенних программ ски-тура, бэккантри. Лодка – это самый идеальный формат. Все, что нам нужно, находится с нами. Мы чувствуем себя абсолютно свободными. Ты зашел в какой-то фьорд, увидел линию, которую ты хочешь сегодня проехать, высадился и, собственно, пошел на нее. Прокатился, и ты снова у себя дома. We have 11 crew on board. We're planning to go around and we'll be back in Tromsø in about a week. Okay, I understand. Ski and sail. Okay, thank you very much for the information. В этих холодных водах Норвегии обитает невероятное количество рыбы, и рыбалка здесь приобретает некий спортивный такой интерес, и нужно вовремя остановиться, потому что рыба не закончится здесь реально никогда. Вспомнил детство, когда мы с папой ездили на рыбалку и убегали из дома, ловили рыбу, потом на костре ее готовили. И здесь эти эмоции, впечатления меня вернули снова в детство. Гриш, давай, все, хватит. Сматывай удочку, поехали. Завтра еще ходить, кататься. Опять ничего не успеем. Да подожди, 5 минут еще. Только поймал первую рыбу.
Сегодня с утра мы просмотрели отличный кулуар. Он очень большой, по протяженности около 900 метров. Пока шли наверх, это 3 часа ходу, погода резко ухудшилась, пошел снег, сел туман, и сейчас видимость 10 метров может быть. Ехать этот кулуар не представляется возможным. Такие маршруты, как этот, но они бывают нечасто в нашей жизни. Возможно, завтра будет другая видимость, другая погода, и мы сюда вернемся и все это сделаем. Возможно, мы этого не сделаем больше никогда. Надо быть благодарным условиям, и прислушиваться к тому, что тебе диктует реальность. Выходим обратно с этой точки на линию своего подъема. Thirst is angry with water, hunger bitter with bread. It covers your heart. Listen and lay your head. Fact is stranger than fiction. Water blessing with wine. Travel the universe, going backwards in time. Laid by myself. Over myself. No light, no land anywhere. Норвегия нас особо не балует погодой, часто идет снег, низкая облачность. Как говорят местные, это абсолютно нормальная ситуация для здешних мест. Все наше катание и перемещение по фьордам состоит из того, что мы постоянно находимся в каком-то поиске хорошей погоды. И этот формат позволяет ощущать себя очень близко к природе. Ты постоянно находишься в море, на заднем плане двигаются горы. Все это безумно красиво и интересно. Is angry with water, hunger bitter with bread. Covers your heart. Listen and lay your head. Tonight, today, she's gonna find another game to play. Last night, yesterday, she was crying, she had to go away. No light, no way, nothing to do that could have made her stay. Lost fight, got to pay. It's not your turn, my friend, you have to wait. You were her stepping stone, you knew it. There was no doubt that she would fly away someday. She held your heart and then she threw it. Still bleeding in the garbage can.
Норвегия горная страна, и здесь выпадает много осадков зимой. Поэтому здесь существует мощное оледенение. Вот сейчас мы доплыли до единственного места в континентальной Европе, где ледник спускается к самому морю. И именно сюда долгие годы приходили норвежские моряки, рыбаки для того, чтобы заготавливать лед и чтобы хранить улов. Ледники живут своей жизнью, какие-то ледники наступают, какие-то отступают, осадков все равно выпадает очень много, и это дает возможность проводить научные исследования и наблюдать, как же природа реагирует на наше присутствие. Фрирайдеры, путешествуя по разным горным системам, относятся к ледникам уважительно и оставляют после себя только линии, которые исчезают уже после следующего снегопада. Oh my tulip, watch what you say. Like I'm always yours. Don't you remember only today I had never seen you before. Still I'll find my way back home. Oh, come on, Leah, come on, Leah, come on, Leah. She said to me, if you got no home, no place to go, and if you need a bed so you can rest your bones, come on, Leah, stay close to me, stay close to me. Последние несколько лет я живу в Красной Поляне, и там сезон заканчивается в апреле. А север Норвегии предлагает хорошие условия для катания еще несколько месяцев, и ты можешь спокойно продлить свой сезон до начала лета. Норвегия, конечно, очень поразительная страна, и у нас есть кулуар, который мы не проехали с ребятами. Очень хочется вернуться и закончить начатое дело.